Говорят, если показать собаку в начале видео, то соберешь больше просмотров. План на сегодня. Первое. Мне сейчас нужно заехать в офис по поводу продажи машин, заснять немного контента. Плюс я хочу показать вам наш офис, где мы продаем тачки в Аргентине. Затем второе. Мне нужно поехать на съемку Mazda RX-7 FB в кузове. Да, в кузове FB. Это первое поколение Mazda RX-7. Я ее нашел совершенно случайно на местном маркетплейсе по типу Авито. Ну и, в общем, следующее включение у меня будет из автосалона. Сейчас спустился на паркинг, чтобы поснимать машины, которые у нас поступили в продажу. И что интересно, вот мы заказали баннер. Казалось бы, все должно быть хорошо и отлично, но нет. Вместо 6 метров его сделали 3 метра. Плюс мы заказали точнее, специально подставку под этот баннер, но к этой подставке нет инструкции. В итоге у нас импровизированная история. Вот здесь. И здесь тоже на скотч все прикреплено. В общем, всегда нужно искать выход из любой ситуации. Сегодня у нас две машинки. Это Peugeot 208 и Volkswagen Nivus. Это местная машина. И что интересно, здесь есть русификация мультимедиа. Достаточно просторная машина для семьи из 2 человек, для Аргентины. Правда, здесь моторы 1.1. Не знаю, как он себя ведет в жизни. Вот Nivus, прям в пленочках весь, чистенький, новенький. Запуск с кнопки и как раз таки то, о чем я говорю. Нажимаем Setup, Idiomas и видим, что здесь русский, испанский, португальский и английский. Автомат, пробег 15 километров, и мы его немножко накатаем здесь по паркингу. Итак, что интересного по пыжику? Что мы имеем? Комплектация — это у нас род Trip, мотор 1.6 на 115 лошадиных сил. В принципе, все, про этот автомобиль особо нечего рассказывать. Что на этот автомобиль 3 года гарантии, что на этот автомобиль 3 года гарантии. Вот. А если брать машину через нас, мы также поможем со страховкой, которая покроет все, начиная от какого-нибудь там землетрясения, заканчивая угоном, еще чем-то, потому что здесь это может произойти. Такие вот у нас съемочные будни. И объясню еще вот какую интересную вещь, почему мне интересно снимать здесь машины. Во-первых, интересно продавать здесь тачки, потому что очень мало людей из СНГ, которые могут тебе на твоем языке объяснить, какие здесь есть нюансы покупки, оформления, владения, потому что здесь очень много своих нюансов. Где вы его купили? В одной провинции Аргентины. Я купил его у владельца, который владел им 20 лет.
Он полностью восстановил его, он принадлежал его отцу. Он сделал краску, двигатель, все восстановил до нового заводского цвета. Мне всегда нравились такие машины. Когда я был ребенком, я всегда на них заглядывался, я посмотрел на нее, и мне понравился дизайн, странный двигатель, история гонок в Ле-Мане, и, в общем, она была у меня всего год. Я сделал с ней несколько вещей, потому что она была остановлена на долгое время, я сделал тормоза, сделал всю электрику, не так много в целом. Потому что машина была уже очень хорошей. И теперь машина работает идеально. Она очень хорошо управляется и отлично едет. На улице на нее обращают внимание. Например, сегодня они спросили меня, можно ли ее сфотографировать, они попросили меня дать интервью. На следующей неделе она будет участвовать в телешоу, ну и так далее. Еще бы, это RX 7 80-х годов с оригинальным двигателем. Ну, что мне нравится в этой машине? Больше всего мне нравится ее суперспортивный дизайн для того времени. Ее двигатель, ее мощность, ее редкость здесь. В Аргентине такого типа автомобилей это то, что больше всего привлекает мое внимание, но больше всего мне нравится ее дизайн, ее спортивный дизайн для того времени. В общем, пока я снимал автомобиль на парковке, все уже разошлись из офиса, но давайте я вам его немножко покажу. Здесь, в этом офисе, трудятся 5 аргентинцев и 1 русский в виде меня. Вот, компания называется Автодил, она занимается продажей автомобилей в Аргентине уже 15 лет. И сейчас я быстренько тут заканчиваю рабочие дела. Кстати, по поводу Маджа. Мы перезапустили веб-сайт, теперь он выглядит немножко по-другому. Здесь можно найти наши старые статьи, мы выпускаем материал на 4 языках. Мы уже писали про один такой автомобиль в прошлом. Но это была немножко другая машина. Я думаю, можно будет заметить сразу различия, начиная от салона, другой комплектации, что по цветам, заканчивая мотором, потому что здесь установлен немного другой мотор. Насколько я понимаю, там установлен вот этот двигатель. И как раз таки в этом и отличие, потому что в этой версии немного другой, менее производительный двигатель. И что интересно, и чем мне нравится Аргентина, я особо не понимаю их, они особо не понимают меня, но мы как-то существуем, договариваемся о съемках, договариваемся о интервью. Я снимаю про них интервью, потом это все переводится на русский язык. И это большая достаточно работа. И мне интересно услышать от вас обратную связь. Вообще, как вам такой формат, стоит ли записывать с ними интервью, интересно ли это вообще кому-то? Потому что мне лично интересно. Одна из целей этого видео — это записать мою историю жизни в Аргентине, потому что я, возможно, уеду из этой страны там через 3-4 года, и я не хочу потерять моменты, которые я запишу здесь с вот этими людьми.
и запечатлеть только фотографии. Если я могу сделать видео, то почему бы мне его не сделать? Сейчас я еду встретиться в гараж к лоурайдеру. Мы еще поедем на выставку. This is one I wanted to just kind of bring the culture from the United States to Argentina. I didn't have enough to buy it, but I was going to get it somehow. Gotta thank God. I don't know, but today seems I need to have something classic and low.